Привет, друзья! Готово все для приемки миксеров и заливки опалубки. Поставили самодельный желоб шириной в 3 доски, то есть 45 сантиметров. Подложили его на подпорки, чтобы он не опирался на опалубку. Снял ворота и секцию забора, которую специально сделал съемно-откидной для заезда крупногабаритной строительной техники. Бетон заказал у продавца с хорошими отзывами марки М350. Решил на марке не экономить, разница между 250 и 350 маркой в пару сотен гривен на кубе. Поэтому экономия не оправдана. Фундамент делается не на пару лет, а на всю жизнь дома. Будет два миксера, так как самый огромный миксер, по-моему, на 18 кубов, просто не заедет с моей улицы ко мне на участок. Ширина улицы слишком маленькая для такой большой техники. Будет два средних миксера, так как стоимость доставки все равно не меняется. Будь это один огромный миксер или три маленьких. Буду стараться одновременно с заливкой вибрировать бетон. Уплотнение бетона очень важно, чтобы выгнать пузырьки воздуха и заполнить все пустоты в бетоне. Так он набирает марочную прочность. За бюджетный вибратор я отдал всего 1000 гривен вместе с гибким валом на 1,5 метра. Так что лучше его прикупить перед заливкой. Он еще пригодится как минимум в одном деле для уплотнения бетонной смеси для лестницы на 2-й этаж. Вещь недорогая, но нужная, и которую всегда можно продать после выполнения всех бетонных работ. Первый миксер приехал, понеслась заливка. К сожалению, весь процесс со всех ракурсов я заснять не смог, так как принимал я бетон вдвоем с тестем, изредка успевая снимать для вас хотя бы кусочек видео. Честно скажу, 2 человека на прием бетона очень мало. Нормально это было бы человека 4. Это мое мнение, которое, возможно, сложилось после сильной усталости от 2 миксеров подряд. Температура сейчас самая хорошая для бетона, октябрь, дневная температура около 15 градусов, ночью 8-10. При высокой температуре бетон нужно часто увлажнять, а сейчас это не необходимо. После заливки и разравнивания бетона очень приятно видеть, как бетон ровненько лежит по самому верху опалубки. Но, к сожалению, такая высота заливки получилась не везде. Оказалось, что бетона не хватило. И это при том, что многократно пересчитав, мне нужно было 12,5 кубов бетона, а заказал я с запасом 13,5. Немного не выдержала моя опалубка. Получилось, что в этом месте треснул и развалился брусок опорный. И из-за него подняло соседние бруски, и опалубка разъехалась. Еще немного ушла опалубка в этом месте. Но, честно говоря, я думаю, что в этих местах куб бетона явно не вместился бы. В общем, то ли моя ошибка в расчетах, то ли нечестность продавца, но имею, что имею. В среднем, если посчитать по всей опалубке, не хватило примерно сантиметр, может быть 1,5 бетона. То есть, не сказать, что много не хватило, но тем не менее все равно немного неприятно. Главное, это я вывел в уровень опалубки все 4 угла и 2 посередине. А в дальнейшем я, еще не разбирая опалубку, цементом заполню эти углубления, для того, чтобы потом было легче класть первый ряд газобетона. В нескольких местах, видимо, не докопал я нужную глубину траншеи, поэтому немного виден каркас арматуры, точнее хомуты. Но в целом пойдет. Потери бетона минимальные, опалубка из 30 миллиметровых досок на 99% справилась со своей задачей. Одно огорчило, что немного не хватило бетона, и второе то, что миксер полностью поломал мне бетонную ленту, которую я заливал вместе с уголком для ворот перед въездом. Придется переделывать. Так что учитывайте, что миксер весит около 30 тонн вместе с бетоном. И это еще не самый огромный миксер. Бетон залит, буду ждать его застывания. После этого прямо в опалубке долью цементом пустоты до нужного уровня и разберу опалубку, сложив доски в укромном месте и накрою пленкой, чтобы они не гнили, так как они будут моим черновым полом на 2-м этаже. Продолжение следует. Всего вам доброго, до новых встреч!